Как же это все могло с ним произойти, Алексей не понимал. Не понимал, за что судьба обошлась с ним так несправедливо. Он с детства рос послушным мальчиком. Мечтал продолжить дело своего отца, деда и прадеда, стать военным, как и они, защищать свою родину от врагов и беды. Ни отца, ни деда не было уже давно на этом свете. Жили они вдвоем с мамой, учительницей начальных классов, в маленькой коммунальной квартирке. Мама много работала, для того, чтобы у него все было и он был не хуже других детей. С мамой у них была особая связь, они понимали и чувствовали друг друга на расстоянии. И вот, наконец-то, он закончил военное училище и стал офицером. Мама гордилась своим красавцем-сыном, а сейчас он лежит, укрывшись с головой этим дранным одеялом, на кровати, сделанной из старых досок, уставившись в темный потолок. Алексей вспоминал все, что случилось с ним до этой минуты, и не мог поверить, что все это происходит наяву. Он бывший офицер, ставший никому не нужным, перебивающийся случайными заработками и получающий мизерную пенсию. Ютится в старом, заброшенном доме с прогнившими полами и разбитыми окнами, затянутые старой пленкой. Когда-то у него была семья, любимая жена, дочь и работа. Он был нужен, его уважали товарищи-сослуживцы, мать в нем души не чаяла. Мужчина много ездил в горячие точки, выполняя там боевые задания. Он был хорошим командиром для своих подчиненных. Но все изменилось в одночасье. В один миг его жизнь разделилась на до и после. На одном секретном задании, в доме, где прятался его отряд, попал снаряд. Все ребята погибли, а он один остался в живых. Алексей потерял сознание, был контужен. В этот момент начался пожар, который сильно изуродовал его лицо и тело. Когда его нашли, то подумали, что он мертв. Срочно сообщили родным. Мать не выдержала такого удара и скончалась от инфаркта через несколько дней. Она даже не узнала, что ее сын жив, но стал практически неузнаваем. Алексей всегда чувствовал, что жена его никогда не любила и вышла за него потому, что он мог обеспечить ей безбедную жизнь. И вот сейчас, в трудную для него минуту, он в этом убедился. Достоверно мужчина заметил, как она брезгливо убрала свою руку, когда он хотел дотронуться до нее своей ладонью. Ему сейчас так нужна была поддержка близкого человека. Супруга старалась не смотреть на него и стала прятать дочь, боясь, что она испугается отца. Настал момент, когда жена просто исчезла из его жизни без всяких объяснений. После того, как его выписали из больницы, он приходил к своему дому и издалека наблюдал за женой и дочкой. Хоть так, но он был как будто рядом с ними. В один из дней Алексей увидел, как его жена вошла в подъезд с солидным мужчиной и огромным букетом роз. Она была счастлива. Все время смеялась и поправляла прическу. С тех пор мужчина перестал приходить к дому. Больше у него не было семьи. Его семья начала новую жизнь, без него. В ней не было места для такого урода, как он. Алексей сел в электричку и поехал, куда глаза глядят. Вышел на первой попавшейся станции и побрел по тропинке, уходившей в небольшой лес. Так он добрел до одного небольшого поселка, на окраине которого увидел заброшенный дом с заколоченными окнами. Этот дом и стал его временным убежищем. Видимо, хозяева умерли, а наследникам такое богатство было не нужно. Леша как мог начал благоустраивать свое новое жилье. То, что люди выбрасывали за ненадобностью на свалку, он подбирал и приводил в порядок. Руки у него были золотые, да и время, которое он проводил за реставрацией старых вещей, отвлекало его от грустных мыслей. Так у него появилась кровать, стол, два стула, старое кресло и даже полка. Ему удалось найти и получилось отремонтировать электрическую плитку, а кастрюли, чайников и прочей кухонной утвари в доме было предостаточно. В местном магазинчике хозяин оказался бывшим афганцем. Он пожалел Алексея и разрешил ему подрабатывать грузчиком. Работал он в основном по ночам. Люди пугались его внешности. Как-то в один из дней прибыла большая партия товара.
Пришлось Алексею работать днем с пьяным напарником Ванькой, который с утра уже лыком не вязал. В углу в подсобке валялся пыльный мешок, который принес утром и бросил Ванька. Мешок периодически шевелился и скулил. «Да что у тебя там?» – спросил Алексей и пошел в угол. «Щенок там один, буду ему сегодня «Титаник» устраивать». «В смысле, утопить собираешься?» Глаза Алексея округлились. «Да, самка наша, Хаски, нагуляла его от волка, все лето в лес бегала зараза такая. Вот и принесла подарочек. Хорошо хоть одного, а не целый выводок». И Ванька злобно сплюнул прямо на пол рядом с мешком. «Ты кто такой?» – спросил его Алексей. «Ты, гадина, кто? Господь, что ли, чтобы решать, кому жить, а кому умирать? Да ты знаешь, что такое жизнь, и какая она хрупкая и тонкая, как паутинка на ветру. Только что была, и вот ее уже нет. Да кто тебе дал право отнимать жизнь у живой души?» Он схватил Ваньку за грудки и прижал к стене, а тот только трепыхался, как осенний лист, в сильных руках Алексея и хватал открытым ртом воздух. Так у Алексея появился свой щенок невероятной красоты с небесно-голубыми глазами. В старом доме они вместе стали делить небольшой продовольственный запас, дошатающую кровать и старое одеяло. Так эти две одинокие души нашли друг друга. С первой же минуты знакомства между ними протянулась невидимая нить. Они прекрасно понимали друг друга. Щенок-малыш, так назвал его Алексей, хорошо чувствовал настроение своего хозяина и отлично выполнял его команды. Рос он довольно быстро и набирал вес. У Алексея появился смысл в жизни. На свете появилось живое существо, которое беззаветно его любило, несмотря ни на что. Несмотря на его страшную внешность и убогое жилище, скудную пенсию и такой же заработок. В их старом, заброшенном доме царила любовь, дружба и душевное тепло, так необходимое всему живому в нашем жестоком мире. Только одно удивляло Алексея: каждый вечер щенок что-то вынюхивал в дальнем углу большой комнаты, в которой они жили. Животному казалось, что в этом углу было что-то спрятано. Под полом малыш чувствовал тепло. Алексея иногда посещали ужасные мысли, может, там скрыты следы какого-нибудь ужасного преступления. Но он отгонял от себя эти мысли и не разрешал волку даже близко подходить к этому зловещему углу. Как-то ночью, когда мужчина забылся тяжелым сном, малыш не выдержал и ринулся туда, в запретное место. Он разрыл носом и лапами гнилые доски, старых половиц вперемешку с землей. На дне ямы лежал мешочек, завернутый в старые, холщовые тряпки. Малыш достал его и принес своему хозяину. Большой крест на цепи, усыпанный изумрудами и рубинами, увидел Алексей, когда развернул эти полуислевшие лохмотья. Как в этом заброшенном доме оказался такой раритет, неизвестно. Спустя какое-то время в небольшом городке на берегу Черного моря появился очень привлекательный мужчина. Высокий, стройный, с проседью в темных волосах. С ним был великолепный красавец-пес неизвестной породы с голубыми глазами. Утром и вечером, когда было не так жарко, эта загадочная парочка ходила на море. Они долго плавали и резвились в прохладной воде. Днем их можно было увидеть на рынке, куда они отправлялись за свежими овощами и фруктами, мясом и рыбой. Видно было, что они себе ни в чем не отказывали. Они гуляли повсюду, в сквере среди клумб с роскошными розами и на набережной среди отдыхающих, или просто сидели во дворе дома под огромным каштаном. Алексею пришлось пережить несколько операций, а малыш преданно его ждал, живя у хозяина магазинчика, того самого, в котором Алексей нашел своего друга, на полу в мешке. Между операциями Алексей подыскивал место, где бы они с собакой могли поселиться навсегда, оформлял покупку и документы на домик у берега Черного моря. Собрав все свое небольшое имущество, Алексей и малыш переехали на новое место. Ведь впереди у них была долгая и счастливая жизнь. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.